Начинаем семинар. Сейчас все плавно переходим к стенду. И дальше я уже рассказываю, показываю, что мы, где и как делаем. Моя традиционная указка. Значит, у нас сегодня семинар по теме кумите от А до Я. Те, кто были на предыдущем семинаре, и мы разбирали систему карате вообще, систему преподавания, систему обучения, должны более плавно, скажем, войти в этот раздел. То есть уже те, кто был на всех семинарах, должны понимать, что кумите, оно не является само по себе отдельной дисциплиной, оно во взаимосвязи и с кихоном, и с ката, и со всем остальным. Но сейчас у нас тема кумите от А до Я, поэтому мы будем говорить в большей степени о кумите. Значит, у вас два листа. На одном листе у вас концепция развития, и тут очень важно, занимающегося, не спортсмена, не мужчины, женщины, именно занимающихся. То есть мы имеем некий усредненный образ вот того, кто должен чем-то заниматься. Значит, у вас на листиках оно нарисовано в перевернутом виде. То есть у вас сначала идет философская концепция, потом оно все поднимается вверх. Здесь оно наоборот. Почему так? Потому что, правильно то, что на листике, но мы не будем показывать это на видео. Это раз. Второе, писать удобно сверху вниз, а не снизу вверх, поэтому оно все вот так. Значит, пока мы тут перескакиваем через что-то, кумите понятно, ОБС – это оптимальное боевое состояние, и оно не имеет никаких изъятий, что вот оно только в спорте, оно там где-то там еще, не имеет значения вообще ни спорт, ни поединок как таковой. Мы говорим про оптимальное боевое состояние вообще. Значит, и победа без борьбы, мы к этому придем, я это все расскажу, возможно, у вас как-то что-то будет там где-то складываться. Значит, сейчас мы посмотрим мультик небольшой, потом вернемся опять к нашим текстам. Если кому-то не видно, то можно подойти ближе. Вот у нас некое пятно, на котором написано «хаос». То есть вот этот хаос – это то, что изначально было до того, как появилась вот эта тема, физические качества, техническая подготовка, психологическая устойчивость. Здесь оно изображено сокращенно физ, психология, и Т, чтобы было просто понятно. Вот это три базисных точки, анализируя которые человек в своей жизнедеятельности формирует себе некие установки, некие задачи. Оно все связывается и в конечном итоге называется философией. Значит, применительно к нам это философия нашей школы, нашей системы, которой мы занимаемся, но точно так же в других сферах жизнедеятельности такой же алгоритм и в медицине, и в инженерной теме, и в любой сфере жизнедеятельности все вот так. То есть сначала человек и человекообразные живут где-то как-то, соотносят свою жизнь с внешними условиями, с общением в какой-то социальной группе, будь то какое-то там первобытное сообщество, либо там уже какой-то продвинутый коллектив. После этого вырабатываются некие условия развития в каком-то направлении, и дальше происходит формирование некой надстройки, которая двигается наш знанием в виде пирамиды. Мы в прошлый раз говорили, что пирамида – это символ
стремление к знаниям понятно и во всех культурах мира, независимо от языка, континента и всего остального. Вот, картинку посмотрели, она так наиболее доходчиво должна объяснить все вот это. Поэтому тот листик, который у вас, он основывается от этой картинки. То есть мы снизу вверх растем, но здесь на стенде, чтобы было удобнее смотреть, оно показано сверху вниз. Теперь возвращаемся к стенду. Значит, что нас в философии школы интересует? Значит, понимаем, что мы говорим про некое социальное сообщество, которое было так или иначе на островах, и жизнь на острове, она отличается от жизни на континенте. Например, воровства на островах меньше. Кто знаком с машинами? Машины на островах угоняют значительно реже. Как вы думаете, почему? Невозможно покинуть остров на машине. То есть, ну, вот такое все. Это оказывает определенное условие на жизнь социума. Так вот, мы сейчас будем говорить про кумите и концепцию школы применительно к стилю Шотокан. Мы уже в прошлый раз делали разделение 4 стиля, которые делятся попарно, 2 окинавских и 2 японских. Окинавские – это шиторю и годжурю, японские – это шотокан и вадарю. Вспомнили, кто не слышал, значит, вот я сейчас это говорю, не будем вдаваться в подробности, как это что, но еще то, что нужно из предыдущей темы вспомнить, что основатели карате с Окинавы ездили на, ну, назовем это континент Япония, на какой-то японский остров, знакомились там с самурайской системой дзигинрю, это искусство владения мечом, и была привезена на Окинаву организационная структура вот этого дзигинрю. Результатом этого дзигинрю было включение в систему 5 уровней подготовки, и дальше это, ну, связано и с буддизмом, и без буддизма, 5 ступеней, они в шитурю трансформировались в ката пинан. Пинан Шодан, Нидан, Сандан, Йондан и Гадан. После этого, когда Фунакоши формировал некие основы Шотокана, название из Пинан трансформировалось в Хиян, мир и покой в переводе, и в такой схеме, в такой системе оно развивалось и даже было включено в систему общеобразовательных школ, к этому мы еще потом вернемся. Значит, что лежит в основе нашей системы? Это знание о человеке, это физические качества. Из физических качеств у нас есть сила, скорость и выносливость. Значит, сила это масса, умноженная на ускорение, мы это все знаем. И понимаем, опять же, что массу в рамках одного и того же поединка, конфликта существенно изменить мы не можем. Повлиять мы можем только на ускорение. И вопросы этого ускорения, они могут быть решены через физику, то есть через силовой компонент и в том числе через природную скорость, либо через оптимизацию техники. Значит, как работает понятие силы в основе философской концепции школы и как оно дальше пересекается с технической подготовкой. Значит, человек не может быть одновременным носителем всех вот этих 3 качеств на высоком уровне. Это, к счастью или к сожалению, никто не знает, оно вот так вот сложилось, наверное, все-таки это хорошо. То есть человек может быть либо сильным и быстрым, либо сильным и выносливым. Одновременно сильным, быстрым и выносливым быть никто не может. Это доказано на циклических видах спорта, на легкой атлетике в частности. Много работ опубликовано, есть целые методические трактаты по развитию скорости, по развитию выносливости. Вот, поэтому, понимая, что люди вот таким образом делятся, что остается тому, кто занимается карате, вот по изучению этой философии? Остается необходимым условием определить, кто есть я
на свете, то есть я предрасположен к развитию силы и скорости, либо выносливости и силы. И в зависимости от этого формируется уже техническая подготовка, технический арсенал, координационная способность, которые позволяют иметь некую матрицу и, отслеживая, как работает оппонент, разыскивая или выискивая, находя его сильные и слабые стороны, подтягивать что-то свое и пытаться его сильные стороны разрушать, а слабые, наоборот, развивать. И за счет этой вот складываемой матрицы у нас появляется шанс, это не стопроцентная вероятность, но появляется некий шанс победить практически любого человека. Потому что все мы человеки, и все мы, как бы это печально не звучало, но все мы смертны. То есть все мы способны на ошибку, и, как правило, мы эту ошибку совершаем. Значит, вот, тем не менее, имея вот этот вот базис здесь и здесь, мы приходим к психологической устойчивости, которая базируется на целевой установке на победу, концентрации внимания, принятия боли, тактического поражения. Вот то, что я вам сейчас сказал, кто был на предыдущих семинарах, откуда вот эти вот психологические установки формируются, из какого раздела? 5 стадий развития конфликта. 5 стадий развития конфликта лежат в основе философии школы, и по этим основам, если мы просто перенесемся на ката, на поговорки про карате, то существует избитая вообще фраза, что в карате нет первого удара. Нету его. Раз его нету, значит, первый удар приходится по кому? По тому, кто занимается карате. И если человек согласен с этим, то у него психологически уже есть вот это вот понятие потерпеть, есть выработанная годами некая предполагаемая возможность тактического поражения. И после этого формируется некая целевая установка на победу, что даже если я пропустил первый удар, там, неважно, рукой, ногой, там, бросок, я все равно смогу из этой ситуации каким-то образом найти решение, выйти, справиться и победить. И в данном случае вот это вот все абсолютно бесполезно, если у вас нет вот этого компонента. И если вы вспомните таблицу, которую мы рисовали в прошлый раз по системе карате вообще, то на 5-м уровне кумите владение какой бы то ни было техникой имеет более низкий приоритет по отношению к, вспоминайте, психологии, к психологической подготовке, к психологической устойчивости. То есть выигрывает в экстремальной ситуации не тот, кто лучше подготовлен технически и физически, а тот, кто больше может потерпеть и кто больше хочет победить. Все. Другого алгоритма не существует, его просто нет. Вот, значит, теперь концепция развития занимающегося, философия школы. Вот это у нас фундамент. После этого фундамента мы приходим вот к этой позиции. В этой позиции у нас формируются очень важные 3 постулата. 3, запоминайте. Первое. Приоритет силы всегда отдается оппоненту. И мы про это довольно регулярно говорим на тренировках. Почему отдается приоритет силы оппоненту? Если я занимаюсь восточными единоборствами и карате в частности, то нужно предполагать, что я не совсем глупый человек, и мои занятия приводят к какому-то физическому развитию моего тела. То есть я довольно-таки крепкий товарищ. И если кто-то вдруг решает вопрос бросить мне вызов, стукнуть меня там
в спину, по голове, там, неважно почему, то он как минимум должен быть либо сопоставим со мной и сработать на эффекте внезапности, либо он должен быть сильнее меня. То есть у него должна быть некая гарантия победить в этом конфликте, который он сам начинает. Поэтому приоритет силы отдается оппоненту. Это первое. Второе допущение, которое идет сюда, что противник может быть не один. И третье допущение, которое здесь же есть, это противник может быть вооружен. То есть вот мы имеем первый уровень. Это базис, который говорит о развитии физического тела нас самих. От него мы отталкиваемся. После этого мы приходим вот сюда, на то, чем мы занимаемся и какие мы должны решить задачи на вот этом фундаменте находясь. И что это трансформируется в технику. Можем ли мы делать захваты на своих тренировках и на всем-всем-всем? Да, можем. Они у нас темповые. То есть мы только схватили, нам сразу надо ударить, и после этого нужно отпускать, уходить. Почему? Потому что противник может быть не один и может быть вооружен. То есть мы должны находиться на некой дистанции. Опять же, вопрос больших дистанций связан с тем, что противник может быть вооружен, и мы должны на дистанцию оружия быть на какой-то зоне безопасности, куда это оружие не будет достигать. И после какого-то действия в нашу сторону проваливается атака оппонента, мы быстро сближаемся, что-то решаем и таким образом двигаемся куда-то. Запомнили? Значит, основы, фундамент и 3 постулата, от которых мы двигаемся дальше. Теперь, оптимальное боевое состояние. Мы переходим вот отсюда, вот сюда, и система Кумите. На чем она основана? Что такое Кумите? Кумите – это не поединок, ни в коем случае. И на начальном уровне, на среднем уровне и даже на высоком уровне люди к тому обобщению, которое у вас указано сейчас на этих листах, многие не приходят. Не приходят. Почему это все происходит? Значит, такая историческая справка. Пока был жив основатель стиля Шотокан Гичин Фунакоши, никаких соревнований по карате не проводилось. Просто он был категорически против этого, и мы к этому еще придем. Но как только он ушел в мир иной, буквально в течение года-двух был проведен всеяпонский чемпионат, и потом карате начало семимильными шагами двигаться по всему миру. И, говоря современным языком, можно сказать, что это некий момент коммерциализации этого вида. Да, наверное, для философской концепции развития это плохо, но с другой стороны, если бы вот этого скачка не произошло, то карате не получило бы такой популярности, и мы бы сейчас с вами об этом здесь не стояли, не говорили, мы бы просто про него, наверное, не знали. Вот. Поэтому Кумите – это, вот Женя там читает, прочитай, пожалуйста. Взаимодействие по договоренности, в котором известны все действия сторон, без определения победителя. Вот теперь для тех, кто так или иначе боится работать в парах, вы должны понять вот эту фразу, перед сном ее читать и прийти к следующему обобщению. Якусоку Кумите – это вот то, что сейчас у нас есть. Кихон-нихон, кихон-гахон, кихон-санбон, кихон-ипон, каэси, акури, дзуипон – это все Якусоку Кумите. Это все работа по договоренности, в которой от работы 2 человек в паре зависит прогресс и одного, и второго человека. Это первое. Второе. Если мы занимаемся кихоном очень много, долго, тщательно и так далее, и переходим шай-кумите, это спортивный поединок. Спортивный поединок не имеет значения по каким правилам.
По правилам ВКФ, по правилам Шатакана, общий термин «шай» – спортивный поединок, в котором определяется победитель. Когда определяется победитель, то срабатывают все правила олимпийского движения. Быстрее, выше, сильнее. То есть мы определяем того, кто быстрее, выше и сильнее в данном конкретном месте, в данной конкретной ситуации. Согласно каких-то правил. Где-то за удар ногой дают 3 балла, где-то нет разницы в оценивании руки или ноги. Соответственно, ногами будут работать несколько реже. Есть где-то защита рук, ног, корпуса, где-то этой защиты нет. Сразу вам хочу сказать, что работа в экипировке и работа голыми руками формируют совершенно разную психологическую устойчивость, совершенно разную дистанцию, совершенно разный технический арсенал. При всем при том, что все изучают одну и ту же технику на базе одной и той же координационной способности, но при работе голыми руками и голыми ногами технический арсенал безумно сужается, количество выполняемых атак сокращается, ибо любая атака, которая достигнет тела оппонента или головы, приводит к микротравме. Поэтому цена ошибки очень высока. Вот. Поэтому все здесь не предполагает определения победителя. Соответственно, основной установкой по всей вот этой работе является перенос действий из кихона в работу с своим партнером. И через эту работу во взаимодействии мы продолжаем корректировать свою технику. То есть после работы с партнером становится понятным, почему нельзя бить, а наклоняться корпусом за рукой, когда там стоит человек. Ну, самое простое – получить щелчок по лбу, и вам покажут, что так делать нельзя. Почему нельзя после удара ногой проваливаться вперед, вам тоже покажет партнер, потому что, во-первых, он там стоит, он как-то реагирует и отвечает, поэтому технику нужно делать на возврат и на распределение в устойчивое состояние на татами либо на полу. Теперь, по Якусоку Кумите, кто проходил у нас все этапы подготовки, вам это все должно быть знакомо, но мы кратенько пробежим по этому. Значит, кихон, нихон, кумите. Это кумите на 2 шага. Его начинают учить с самого начала. И сверхзадачей этого всего является ответ на вопрос любого новичка. У меня оказывается 2 руки и 2 ноги. И вы не представляете, одна пара левая, а другая правая. И это беда. И вот человеку, которому нужно найти себя посредине между этими руками и ногами, критически важно работать раз-два, раз-два, чтобы уравнять координацию на левую и правую сторону и хотя бы частично приобрести некую сбалансированность в развитии мышц по левой и правой стороне. Вот сейчас бич нашего общества, не будем говорить про там болезни сердца, рак и все остальное, а с точки зрения малоподвижного образа жизни, это проблемы с позвоночником. Мы сидим очень много, перекос таза, опять же мы сидим в каком-то там изогнутом состоянии. И для того, чтобы все это как-то уравнять, мы делаем движение на левую и правую сторону. Плюс привыкаем смотреть, нравится он нам или не нравится партнеру в глаза. Это очень страшно. И чем мы двигаемся по вот этой вот шкале вниз, тем все страшнее и страшнее, и все его лицо становится неприятнее и неприятнее. Ну, почему-то оно все вот так происходит. Дальше. Кихон, гохон, кумите. По большому счету, это развитие того же самого нихон кумите. Но за счет того, что оно идет на 5 шагов, у нас формируется некая психологическая устойчивость. Мы можем более длительное время концентрировать свое внимание. И кажется, что все это просто, но одна из основных проблем, почему взрослый человек не может выучить кота, это то, что человек не может сконцентрироваться длительное время на
какой-то последовательности действий. Поэтому и ката в том числе помогают развивать концентрацию внимания и удерживать, самое главное, ее довольно продолжительное время. То есть начальные комплексы у нас занимают приблизительно 25-30 секунд. Это время, которое в состоянии любой человек с улицы удержать, будучи нацеленным на какой-то результат. И дальше ката усложняются, и максимальный объем – это 2 минуты, где мы должны находиться в каком-то собранном состоянии. Дальше. Кихон Санбон Кумите. Это кумите на 3 шага, где мы сегодня будем эту тему разбирать. Вы посмотрите, как отличается подход Шотокана от подхода Годзюрю, например. Там тоже есть Санбон Кумите. У нас в 90-е годы даже ассоциация Годзюрю была инициатором проведения соревнований в этом разделе. И эти соревнования довольно быстро потеряли свою актуальность, потому что выигрывали воспитанники Шотокана, а не инициаторы Годзюрю. И я сегодня попытаюсь это вам немножко объяснить. Значит, здесь на 3-м шаге либо человек уходит с линии атаки, либо атакующего разворачивают к себе спиной, то есть уже появляется некая более сложная координационная способность у того, кто отрабатывает эти формы. Дальше. Кихон Иппон Кумите – это такая переходная позиция, которая в современном мире имеет тенденцию с легкой руки англосаксов называться самообороной. То есть вот мы стоим, на нас нападают, и мы каким-то образом защищаемся. Атака на одно движение, и в методике отрабатываются 4 вида защит. Защита шагом назад, шагом вовнутрь от атаки, наружу от атаки и с проходом вперед за спину атакующего. То есть вот 4 уровня, и это касается всех уровней атаки, какие есть. Руками, ногами, вот 4 этих направления в защите, они отрабатываются. Дальше. Каэси Кумите – это что? Это уже переход от какой-то механики, какой-то психологии. И это неуспешная атака. То есть человек, который атакует, вынужден не попасть в какую-то мишень. Тот, кто защитился, атакует его снова. И инициатор атаки должен каким-то образом отыграть эту тему в свою пользу. То есть неуспешная атака. То есть мы приучаем себя к тому, что, выполняя какое-то действие в сторону своего оппонента, совершенно не обязательно оно будет достигать цели. И вроде бы это на первом этапе и не важно, но практика показывает, что мы все что-то от нарцисса имеем и любуемся собой. И когда мы попадаем кому-то, нам кажется, что очень эффективно рукой или ногой по организму, и, наверное, в какой-то ситуации это действие имело бы какой-то эффект, а человек просто решил потерпеть. Вот он потерпел и пошел дальше мстить за пропущенное действие. И вот тут возникает кризис. Как это так? Я попал, ты должен был умереть и не умер. И если нет практики выхода из подобных ситуаций, то человек, как правило, не может выйти из какого-то психологического ступора. Дальше. Акури Кумите – это совершенно обратная ситуация, это неуспешная защита. То есть я защитился неэффективно, сделал плохой блок, либо после контратакующего действия не достал, попал вскользь в блок, и атака продолжается, и нужно что-то делать. И опять же, это момент психологии, что я вот защищаюсь, а война идет, защищаюсь, а война идет, и нужно что-то делать. Оно опять же формирует психологическую устойчивость. Теперь, следующий вариант – это Дзуипон Кумите. Это кумите, в котором разыгрывается уже условная ситуация некой уличной драки, либо какого-то поединка на поле сражений, когда две враждующих стороны начинают сближаться,
И при этом сближении нельзя уйти назад, нужно обязательно идти навстречу друг другу и выполнять либо опережающие действия, либо защитные действия. Теперь, после вот этого всего этапа глобального, здесь показаны две зеленые стрелки. Дзю-кумите, здесь дзю-иппон. И это не является знаком равенства. Значит, вот это поединок по договоренности, где все знают. Здесь поединок тоже по договоренности, но здесь никто ничего не знает. И вот из здесь присутствующих в этой схеме, кроме меня, не работал никто. Я в этой схеме работал, и у меня было 3 поединка. Вот. Это когда 2 взрослых человека лупят друг друга голыми руками, голыми ногами, без судейства, без ограничения всего. И поединок останавливается либо в случае нокаута, либо по истечении там какого-то времени, когда смотрящие со стороны за этим, за всем говорят, ну ладно, хватит, тут идите, подышите, отдохните, подготовьтесь к чему-то следующему. Вот. У меня в первом поединке был сломан нос, кровь хлестала по максимуму, никто ничего не останавливал. Это был психологический для меня удар, вот, исходя из вот этих вот 2 вещей. При этом я вышел на этот поединок, у меня уже был 2-й дан за плечами, я уже был призером кумите в нашей стране по ВКФ и довольно неплохо выступал. И оказалось, что вот эта тема шай-кумите, когда я выиграл по очкам, ребята, я выиграл по очкам. Я навстречу сопернику сделал кизами дзуки, я отошел в сторону. Я выиграл. Я ждал, что кто-то скажет стоп, меня похвалят, дадут балл, после этого скажут там все такое. Реально никакого судьи не было, ничего не было. То есть можно было предположить, что никто ничего не скажет. Но наработанное годами, оно все равно осталось здесь. Оно осталось здесь. И вместо «ты молодец» я получил 2-й удар в нос, когда все вот оно как-то пошло. В результате тот, кто бил в нос, он тоже немножко одурел, потому что когда кровь хлынула, дистанция разорвалась, и чисто психологически человек какую-то паузу дал. Но поскольку никто не сказал «доктор, сюда», то пришлось воевать дальше. Поединок продолжился. После этого поединка у меня было еще 2 поединка с поломанным носом в этот же день, через там каких-то там 2-3 минуты. Вот. После поломанного носа я больше никому не дал по себе ударить ни во 2-м, ни в 3-м поединке. Причем 3-й поединок у меня был с человеком, который сдавал экзамен на 4-й дан, а я сдавал на 3-й. И как вишенка на торте, это был семинар, экзамен, а на следующий день должны были проходить соревнования. Я должен был соревнования судить. Тот парень, который сломал мне нос, должен был на этих соревнованиях выступать, и он претендовал там на какое-то там призовое место. Вот. В результате я судить вышел, у меня был нос с кровяными тромбами, там опухший, максимально капец какой, но я вышел судить. А данного спортсмена из сеток вычеркнули, потому что он ходить уже не мог. Вот. Поскольку это были голые руки, и было понятно, что можно бить там куда угодно, то я тоже бил по лицу, у меня совесть была совершенно чиста, и товарища мы, по крайней мере, на эти соревнования потеряли. Так вот, идея заключается в том, что вот это поединок по договоренности. Они знали, на что шли. У меня нет претензий к тому, что мне сломали нос. Так вот, сейчас я к этому человеку зла не держу. Благодаря ему я чему-то научился. Но теперь возьмите просто вот себе
там отмотайте себя на тренировке и скажите, что вы вот готовы к такому и готовы там вот прийти, вот, ну, и как-то там выступить в подобном разделе. Но шай – это поединок спортивный по правилам с определением победителя. Так? Согласны, да? И здесь не может быть ничьей. Победитель должен быть. Публика хочет видеть героя. А вот в этом случае победителя может не быть. То есть ситуация может закончиться ничьей, полюбовно, когда обе стороны либо в силу одновременного, ну уже утрируем, нокаута, либо потому, что они поняли, что силы их равны, они расходятся в разные стороны. Вот. Поэтому это возможно. Здесь это возможно, здесь это невозможно. И почему линия зеленая сплошная и пунктирная? Потому что вот эта система, вот эта вот база вся, когда ее создавали и формировали на основании вот этих вот условий, она вообще не предполагала никакого спорта. И те, кто тренировались, они не знали, какие правила будут на какой улице, где и как. И все готовились к тому, что ситуация, скорее всего, будет вот такая. С той лишь разницей, что поединок будет, ну, 1 на 1, 1 на 2, там, с оружием, без оружия, и все. И вот эта подготовка, прохождение ее позволяет подготовиться вот к этому. Вот к этому. В соревнованиях по правилам, если правила меняются, то, как это не удивительно, очень часто меняются лидеры предыдущих чемпионатов, и они проигрывают по новым правилам, хотя это соревнования будут под эгидой той же самой федерации. Например, когда в правилах карате ВКФ были убраны броски с захватом 2 руками, было запрещено делать проходы в ноги, а изначально это было, то лидеры поменялись. И технический арсенал, который нарабатывали люди для соревнований, он тоже существенно поменялся. Ну и теперь вы сами можете себе ответить, что если в правилах соревнований запрещены удары локтями, будет спортсмен их отрабатывать? Нет. Запрещены удары коленями, будет он это отрабатывать? Нет. Если можно сделать проход в ноги, и он в традиционной схеме нарабатывается, а в соревнованиях проход в ноги делать нельзя, будет он нарабатываться? Нет. Ну и как следствие, если мы не нарабатываем такие броски, то в жизни человек, столкнувшийся с такой ситуацией, будет ли он уметь делать страховку при таких бросках? Тоже нет. То есть вот это, оно возможно, но не обязательно в системе. В системе обязательно вот это с переходом вот сюда. Поэтому, когда мы тренируемся, я очень часто говорю, что я не знаю, к чему я вас готовлю. Как получится, так получится. Вы победили, значит победили. Нет, ну, значит, проводим честью. Вот. Поэтому ситуация вот такая. И вот теперь мы переходим вот отсюда, вот сюда. Оптимальное боевое состояние. Что это такое? Какие есть варианты решения? Да? Самурай не точит меч перед боем. Но это так витиевато, и я вам зачитаю. Оптимальное боевое состояние – это система внутренней организации человека, в которой из цепочки вижу, анализирую, решаю, действую, практически полностью исключены понятия, связанные с аналитикой происходящих событий. То есть, иными словами, оптимальное боевое состояние – это вижу, действую. Вижу, действую. И мы возвращаемся к вот этому разделу, в котором выполняется 8 атак в любой последовательности. Вам называют эту атаку, человек тут же атакует, и вы должны на нее каким-то образом среагировать.
Из тех, кто помнит, неделю назад мы с Даником разбирали там какую-то технику, у него была задача среагировать на мое движение, он не знал, какое оно будет, и он как-то среагировал, в какую-то сторону ушел. Вот это тот ранее сформированный навык, который позволил ему на какой-то там дистанции принять решение о разрыве этой дистанции и уходе с линии атаки. Ну, там по заданию это было необходимо выполнить. Он выполнил. До этого он к этому не готовился, и для него это было экспромтное выступление, скажем так. Теперь, вот эта тема «вижу, действую» в оптимальном боевом состоянии, она постепенно переходит к опережению. То есть понятие сен но сен, скорость на скорость, а есть понятие, когда мы опережаем намерение оппонента. Это некое предчувствие. Для того, чтобы это предчувствие появилось, вы должны уже это себе четко представить. Например, когда вы стоите с каким-то соперником, который уровнем чуть-чуть ниже, нежели вы, и ему нужно в том же самом разделе Кихон Иппон Кумите из стойки стартануть и сделать какую-то атаку, то вы уже по каким-то там переносам веса, движением рук, глаз понимаете, что вот он вот сейчас стартанет, и вы бы его уже стукнули, но условия задачи требуют, чтобы вы дождались, когда все-таки он до вас доползет. Было такое у кого-то? Регулярно. То есть вы понимаете, что вот уже надо бить, а он еще даже от земли не оторвался. И надо ждать. Вот это предчувствие того, что может быть. На этом же принципе основана умная фраза «спонтанная реакция». Когда вы видите некое что-то и совершенно непроизвольным образом реагируете на это. Так вот, умение сохранять концентрацию внимания и спонтанно реагировать, предчувствовать действия оппонента, это в нашем случае есть оптимальное боевое состояние. Прийти к нему вот на этом уровне невозможно. И здесь невозможно, и здесь невозможно, и здесь невозможно. И здесь невозможно, мы только начинаем тренировать психологию. И здесь невозможно. И вот только через работу в Дзюйпон мы начинаем чуть-чуть приближаться к тренировке оптимального боевого состояния. И здесь очень важно, это из всего многообразия техник, приемов, которые у нас были вот тут отработаны, определиться с тем, что лично у вас получается с данным конкретным соперником. А для того, чтобы это определить, у вас должно быть большее количество успешных ситуаций или неуспешных. Неуспешных, друзья мои. Неуспешных. Потому что неуспешные ситуации убирают у вас фантазию в том, что вы самый быстрый, в том, что вы самый сильный, в том, что вы, хочется там, не знаю, Олесь мечтает сделать вертушку в прыжке, мечтает. И он выходит на поединок и с этой мечтой выпрыгивает. И, наверное, это можно назвать вертушкой. Но приземляется он далеко не всегда. Понимаете? И после того, как эта ситуация раз за разом происходит, это будет успешный опыт или неуспешный? С точки зрения верхушки, да, успешный. Он выпрыгнул все-таки. Он начал крутиться. Но с точки зрения выводов, наверное, он должен прийти к обобщению, что не нужно это делать, когда у нас происходит такое быстрое сближение, и цена вопроса – жизнь или кошелек. Поэтому вопрос формирования психологической устойчивости, он идет не через позитивный опыт, а через негативный.
когда мы готовы принять тактическое поражение. Я, может быть, и самый сильный у себя дома, я там один, все прекрасно. Но когда я вышел на проспект, то оказалось, что на проспекте ходят люди гораздо здоровее меня, быстрее там, выносливее и так далее. И нужно что-то делать. Поэтому вопрос неуспешных ситуаций, он запрограммирован в тренировке. И этот опыт позволяет сформировать каждому занимающемуся свой уникальный портрет бойца. То есть каждый из нас имеет те приемы, в которые он верит, в которых он специалист, которые он может реализовать практически с каждым оппонентом. Сложилось чуть-чуть. Но это так все поверхностно, потому что не так уже очень долго говорю. Вот, теперь. Победа без борьбы. Это результат вот этого воспитания в себе оптимального боевого состояния. Когда оно у нас есть, то существует очень много легенд, пришедших к нам с Востока, когда рассказывается о том, что два мастера шли по дороге, один там с горки, другой в горку, проходя плечом к плечу друг возле друга, они покосились друг на друга, прошли пару шагов, потом развернулись, посмотрели друг на друга, и один у другого спрашивает: скажите, это не вы, Иван Иванович? Он говорит: да. А это не вы, Петр Петрович? Я. Очень приятно. Поклонились и продолжили свой путь. Так состоялся поединок между великим мастером Иваном Ивановичем и Петром Петровичем. Вот. То есть вот здесь сказка, смех, но момент предвосхищения неких событий, который со стороны кого-то кажется сказкой, на самом деле результат титанического труда вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Это то, что было сформировано путем многолетней тренировки. И теперь самое важное для вас. Возвращаемся к психологии, к предыдущему семинару. Почему психология в Кумите имеет большее значение, чем физика и техника? Вот это состояние ОБС имеет глобальную вещь. Я вот когда готовился, я писал такой, как лекцию, то есть ее можно было бы там зачитать, потом через некоторое время я подумаю, там чего-то еще допишу, и мы разместим это на сайте, вы почитаете это в более последовательном изложении. Но есть два вопроса, которые вы не задали, но которые на языке вертятся при обсуждении вот этой темы. Первое. Вы действительно верите, что можно действовать, не размышляя, не думая о том, что происходит? Это вопрос к лектору и автору этих строк. И второй вопрос, который непосредственно к тому, кто обладает вот этими навыками. А ну-ка покажи, на что ты способен здесь и сейчас. И вот два этих вопроса раскрывают одну очень важную психологическую составляющую. Человек, который обладает умением вхождения в это оптимальное боевое состояние, он прежде всего очень четко и ярко представляет себе вот эту вещь, принятие боли, и как гиперболу этого всего готовность умереть. Здесь и сейчас. И белая одежда кимоно – это символ смерти в Японии. То есть каждый, одевший белые одежды, готов умереть здесь и сейчас. Но очень важный посыл заключается в том, что когда у вас спрашивают: а ну-ка покажи, на что ты способен, то ваш вопрос: ты действительно хочешь это узреть? Говорит о том, что человек должен тоже быть готов к смерти.
Понимаете? И вот этот момент внутренней трансляции, внутренней опасности, он воздействует на оппонента. И вот это оптимальное боевое состояние, в которое вы научились входить и выходить, оно создает внутреннюю угрозу. Еще ничего не произошло. Ничего не произошло. Но уже ваш оппонент почувствовал, что дистанцию нужно чуть-чуть увеличить, отойти на мою лучшую сторону и как-то попытаться с этой темы перейти на какие-то другие разговоры. Поэтому вот этот момент оптимального боевого состояния, который тренируется, развивается посредством традиционной системы подготовки, практически ничего общего не имеет с подготовкой к спортивным соревнованиям. И продолжая тему предыдущего семинара, вы должны опять понимать, что то, что я сейчас рассказал, это не для детей. Понимаете? То есть ребенок, каким бы он классным спортсменом ни был, он на вот этот уровень заходить не должен вообще. В противном случае ломается психика, и мы получаем достижение определенного возраста не совсем адекватного человека для жизни в обществе. Поэтому оно вот так вот все связано. И вопрос к лектору: вы действительно в это верите? Да, я действительно в это верю, что из цепочки в 4 слова остается 2. Предчувствую, действую. Предчувствую, действую. И у меня тоже были такие ситуации, когда это именно таким образом работало в жизни, но ни о какой технике речи нет. Все, что нельзя, все можно. Все можно. Цена вопроса – это не медаль на пьедестале, а цена вопроса: ты после этого сможешь там позвонить родным и близким, например, или не сможешь. Либо за тебя уже кто-то будет вести передавать. Поэтому вот это все, оно возможно. Оно возможно. Но, опять же, говоря о каком-то обобщении всего-всего, какой процент людей заходит вот сюда? Там просто какой процент людей находится здесь? Как много людей прошло, акцентирую, все этапы развития. И опять же вспоминаем предыдущий семинар, я там в процентах рисовал по табличке, кто находится на каком уровне, кто где, куда соскакивает, выскакивает и так далее. И момент, то есть людям кажется, что они занимаются единоборством, карате и все такое. На самом деле большинство людей занимается развитием вот этого, развитием вот этого. Многие думают, что они занимаются вот этим. И вот сюда уже переходит очень маленький процент. Если вы помните таблицу прошлую, то вот оно как-то все вот так. Ну а дальше там еще меньше и меньше. Поэтому вот оно складывается все в такое вот все. Сейчас мы еще посмотрим на картинку. Это график. Значит, вертикальная линия – это время в годах. Внизу это количество тренировок. Значит, я в теории, когда писал мысли по поводу оптимального боевого состояния, написал, что его нарабатывание, выработка связаны с количеством времени, потраченным на его отработку.
Но под количеством времени понимается не время в рамках одной тренировки, а количество различных тренировок, в которых вы входили, выходили, входили, выходили. Человек не может очень долго удерживать концентрацию внимания. Соответственно, момент входа в оптимальное боевое состояние, он влияет на человека точно так же, как и разгрузка вагонов и всего остального. То есть, казалось бы, там всего работает 10-15 секунд, а человек выжат как лимон. Поэтому в какой-то тренировке это произошло, потом должен быть момент восстановления, после этого следующая тренировка. И суммарное накопление вот этих тренировок, вот этих переживаний, восстановлений, снова работы и всего остального позволяет развивать, формировать умение вхождения в оптимальное боевое состояние. И здесь же то, о чем сегодня еще не говорили. Как измерить эффективность вашей работы? У нас есть критерий, который принят во всех видах физической деятельности. Это частота сердечных сокращений. То есть если мы все люди, то у нас есть сердце. Сердце – это насос. Способность этим насосом прокачивать кровь быстрее, медленнее является мерилом нашей физической готовности. Но, о чудо, это же мерило является критерием и психологической готовности. И попадание в предельные зоны ЧСС может быть достигнуто как через физику, так и через психологию. Причем, если вы научились входить в это состояние физически и выходить, то, оказавшись в предельной зоне ЧСС через психологию, вы сможете работать по физике на максимальной скорости. Но если у вас до этого не было этого опыта, то, оказавшись психологически в предельной зоне ЧСС, вы не сможете сделать ничего быстро. Ваши движения будут медленные, скованные, ваша реакция на события будет с опаздыванием. И у меня конкретно есть вот обратная связь со спортсменами высокого уровня, как это все происходило на Олимпиаде по карате, в частности, когда человек из разминочной зоны выходит с пульсом 160. 160. И он работает, выкладывается на площадке максимально. Тренер ему говорит, что да ты не работаешь вообще. Все медленно, надо добавить. А врач в команде говорит, тише, тише, надо успокоиться. Ты должен хотя бы там на 120 вернуться. А потом уже, когда все это прошло и просматривается видео, то обратная реакция спортсмена: мне казалось, что я работаю максимально. Это лучшие мои бои. Но когда я посмотрел видео, я действительно делал все очень и очень медленно. И после этого между спортсменом и тренером произошел конфликт. То есть тренер в процессе подготовки не создал для спортсмена условия вхождения в эту зону ЧСС в тренировке. Соответственно, оказавшись в психологической ситуации высокой ответственности за результат, мечта всей жизни, единственная первая и последняя Олимпиада по карате. Понимаете? Вот такое бывает. Поэтому мы сейчас это все досматриваем. Оп. Вот у нас получился такой вот треугольничек. Пирамидка. Почему пирамидка не с нуля? Ну, это ты уже хитрый, ты знаешь, что это рисовал, я тебе рассказывал. Да, потому что каждый приходит заниматься единоборствами не сразу после рождения. То есть какой-то есть жизненный опыт у людей. И как по времени от рождения, так и по количеству тренировок, то есть тренировки могут быть по чему угодно.
просто по городу ходил, занимался плаванием, шашками, но это тоже тренировки, это развитие мозга, физики, там всего чего угодно. То есть стартовые условия, вот эта точка, она у каждого человека своя. Это индивидуально. Дальше мы занимаемся, и у нас вот этот вот зелененький, и я не знаю, почему он такие цвета выбрал, но реально зелененький это вот топ. Вот оно все здесь. Вот оно все здесь. Это все вот это. Это все вот это. Следующий уровень, на который мы заходим, это вот это. Следующий уровень, на который мы заходим, это вот это. По-другому оно не может быть. То есть мы можем по-другому тренироваться, вопросов нет. Но если мы говорим про систему, про системность знаний, то системность знаний увязывает и физику, и технику, и психологию. Мы можем с самого начала начать тренироваться в этом разделе. И большинство спортсменов именно так и делают. То есть там нету ката, там нету кихона, они приходят в пары, одевают накладки, футы и начинают сразу прыгать и что-то там забивать куда-то. И у них даже что-то получается. Они даже выигрывают какие-то соревнования. Но, прослушав эту лекцию, можете ли вы сказать, что этот человек является, избитая фраза советских времен, морально устойчивым? Он морально неустойчив, ребята. Морально неустойчив. Как только ему скажут, что правила поменялись, то он начнет себя искать в этом мире, то есть жизнь не удалась. А когда у вас есть фундамент, исходя вот из этого всего, то вам все равно какие правила. Все равно какие правила. И теперь самое важное, самое важное. В основе карате, так или иначе, лежит некий буддизм. Дзен-буддизм – это одна из ветвей всего вот этого, который предполагает развитие и тела, и психики, техники, всего вместе. Это все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Инь-янь – это все здесь же. Это все здесь же. И если вы думаете, что наша цель – это зайти вот на вот эту вершину, а потом, у меня только один образ есть из советской классики, когда батюшка сидит на вершине горы, ест там сосиску. Кто-то понимает, про что я говорю? Да? И вот он там подводит некий этап своей жизни, разочарование и все такое. Так вот, достигнув из философии школы, достигнув вот этой вершины, вот те редкие представители, которые способны нечто подобное производить, они начинают формировать некую новую философскую концепцию жизни. И дойдя туда, возникает фраза о том, что миром правит любовь, родные мои, любовь миром правит. И вот этот весь круг, он зацикливается. Он зацикливается. И фраза «тебе это надо» очень многие конфликты гасит на старте. Но для того, чтобы в этот вопрос оппонент поверил, нужно обладать неким оптимальным боевым состоянием, чтобы взгляд, интонация, поведение твое соответствовало смыслу этой фразы. Ты действительно хочешь это проверить. Понимаете, да? Поэтому то, что я вам сейчас рассказал, на самом деле это глобальная вещь. Подобного обобщения в рамках карате больше никто нигде
не говорил. И кто у нас так или иначе связан с программным мышлением? Поднимите руки. Кто собирается быть программистом? Поднимай, Макс, поднимай. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ты что же хочешь быть программистом? Поднимай, ну не стесняйся. 7, ну, Женя там же, 8. Ну ты что же там что-то там колбасишь, да? Я сделал такие, ну, как это, у меня первое образование инженерно-техническое, и сделал такие тут 2 ремарочки по поводу двоичной системы. Никто не заметил? Я Молодец. У него 4 глаза, он что-то видит. Вот это 0, вот это единица. Это то, на чем основана вся современная вот эта вот тема. Все, все. И поняв, как работает вот это через КТ, вы сможете транслировать, сделать некие свои обобщения и допущения в том, чем вы будете заниматься для обычной жизни. Оно все одинаково. Все одинаково. Будут меняться названия, будет не так это, но оно будет примерно одинаково. У меня по этой системе все. Есть ли у вас вопросы? Да.